все дальнейшие подобные ситуации можно смело планировать как окружение. Что это означает? Я тебе подкову сделал, дырку оставил. Но ты не уходишь. Ты не уйдешь. Я все равно спокойно тебе дырку эту оставляю. Я знаю, что ты все равно никуда не уйдешь. Сейчас уже никто не смеется над мангалостроением. Хочешь жить – строй мангал. В украинской прессе уже появились такие сообщения, что Покровск, он русский получит, а руины города это никому не нужно. Если это руины, что же вы в ним зубами-то вцепились, как будто эти руины золотые. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте. Конечно, основная часть сегодняшнего выпуска, большая часть, будет посвящена драматическим событиям в районе Покровска-Мирнограда. Неделю назад я говорил, что это для меня стало главным сражением этого года. Сейчас уже я могу констатировать, что это даже личное сражение верховных главнокомандующих. Это вопрос политического самолюбия, амбиций, личная битва Путина и Зеленского. Вот так я сейчас ее воспринимаю. Но основные действительно боевые действия происходят там, но некоторое продвижение было все-таки. Это населенный пункт Садовое в Харьковской области, Новоалександровка в Днепропетровской области и Красногорская в Запорожской области. Это 3 населенных пункта, которые Минобороны объявила где-то под контроль. Также на этой неделе было такое изменение небольшое. Обратил внимание, что Минобороны объявляла ежедневно о том, сколько зданий было освобождено. Формулировка вот такая в Дмитрове, в Мирнограде. Такая новая статистика. Позднее мы обязательно вернемся к ситуации в этих городах, Покровск, Мирноград. Но сразу можно констатировать, что эти бюрократические игры, сколько домов там на конкретный день освобождено, они могут быть, эти цифры верны, на день и час и на минуту какую-то. Нет. Потом бойцы оставляют эти дома, просто оставляют, переходят на другую улицу, там никто не держится за объекты, так знаешь, не вцепляется в них зубами. И куда эти дома потом записывать, освобожденные? То есть они фактически это плавающая цифра. Да. Вот в этом все и дело. Поэтому я думаю, все это понимают. Да, вот честно, попытка потому что отчитаться. Когда существует вот эта серая зона, когда населенные пункты, непонятно точно, насколько до конца взято под контроль, то уж что говорить о просто каком-то здании, которое является временным каким-то пристанищем, да, где можно перевести дух, и это считается вроде освобожденный дом. Да, но мы обязательно поговорим о этой обстановке, именно в связи с этими цифрами, сколько домов там освобождено и так далее. Значит, что касается главного. Продолжается сражение. Деблокирующая операция, о которой было столько сказано, это постоянные контрудары ВСУ на севере. То есть ВСУ выкладывает на стол командование ВСУ просто свои главные карты, я так понимаю, выкладывают все, что у них есть. Эта деблокирующая операция идет с севера через Родинское. Не знаю, что они будут делать с Красным Лиманом. Может быть, попробовать обойти его с востока. И целый набор тактических таких успешных действий, продвижения вооруженных сил Украины на севере, в районе бывшего Добропольского выступа. Значит, откуда теоретически тоже может развиваться вспомогательный удар на юг, строго на юг для деблокады. Значит, если будет взято украинская армия под плотный контроль, под полный контроль, да, свой, это село Родинское, то можно, в принципе, организовать выход войск из Мирнограда и Покровска по северной кромке этой подковы. Но тут в дело вмешалась политика. Прямо
почти зеркальная ситуация, прям вот ирония судьбы. Мы вспомним, что не так давно мы обсуждали вот это знаменитое совещание, как Путин вызвал двух командующих группировками войск, предупредил их о предстоящем, значит, ударе, деблокирующем ударе ВСУ. Там Герасимов докладывал обстановку. И вот прошло не так много времени, уже Зеленский вместе с Сырским приезжает на фронт, в отчаянном положении находятся защитники Покровска. И мы не знаем, где он, значит, там проводил эту встречу. Знаменитое награждение человека с определенной символикой на шевронах. Да. Значит, он вручил ордена, и по сообщениям украинских же источников, достаточно не таких объективистско настроенных, не могу сказать, насколько они там уж точно ночевали на этом совещании, утверждается, что якобы принято решение стоять до конца. Никакого вывода войск не будет. Вот здесь делаю маленькое отступление. Давай-ка мы поставим точку уже. То есть, каждый раз, когда возникает вот это полуокружение, подковы, их уже сколько было, и пора выводить войска, украинская общественность начинает об этом писать, больше всего ветераны с фронта, военные обозреватели начинают говорить, что вот теряем в окружении непропорционально много, значит, личного состава, надо выходить и так далее, и ничего не происходит, они там так остаются и сражаются в окружении. Я считаю, что гипотеза о том, что мозги Зеленского и его ближайшего окружения не переваривают категорически идею неравноценного обмена, перешла в разряд доказанных фактов. Это уже теперь не гипотеза, а закон природы. Потому что, когда там 30 раз одно и то же происходит, и ни разу ни одного исключения, все, будем считать, что все дальнейшие подобные ситуации можно смело планировать как окружение. Что это означает? Я тебя подкову сделал, дырку оставил. Но ты не уходишь. Ты не уйдешь. Я все равно спокойно тебе дырку эту оставляю, я знаю, что ты все равно никуда не уйдешь. Так устроен твой мозг. Ты знаешь, я даже когда смотрю на Зеленского, мне почему-то кажется, что это не его даже генеральная идея, это Ермак. И думаю, что вот именно вот такие люди, они вот делают ставку на смерть в окружении, на потери в окружении, но предельное напряжение сил для защиты территории, вот даже сантиметра не отдаем. Вот что такое неравноценный обмен? Это небольшое на маленькое не хочу менять. Нет, это не похожие вещи. Апельсин на свободу. Не бьются в голове эти две вещи. Или, например, жизни на территории. Никак не складывается. Вот если бы это было выражено в деньгах, понимаешь, в рублях, там, в гривнах, как бы Зеленский с Ермаком там могли это посчитать и сделать выгодно, невыгодно, вывод могли сделать. Когда неравноценные вещи лежат на весах, они всегда боятся продешевить. Сделаем ошибку. Ошибемся, неправильно, нельзя, надо подождать. И вот это все заканчивается вот так. Это, мне кажется, прямо вот закон психологии. Теперь, что касается развития ситуации. Во-первых, зафиксированы первые уже, даже и видео есть, сдача в плен украинских военнослужащих. То есть покровские начали сдаваться в плен. Вообще в этом котле. Я уж его называю оперативный котел, ладно. Это еще немного совсем. Это только первые, так сказать, случаи. И от того, как будут сдаваться в плен и будут ли вообще дальше, зависит очень-очень много. Значит, слушай, еще момент, что некоторые все-таки начали выходить. Да. Во-вторых, есть видео выхода, совершенно точно. Есть видео, мы не знаем, это попытка выхода или это уже выход. Меня это как бы и смутило, что я тебе уже говорил, как бы, особенно учитывая, что вроде как приказ
не выходить, а тем не менее какие-то группы выходят. Как так это вот вообще работает? Вот ты знаешь, таких случаев было много, когда войска, в предыдущих аналогичных окружениях, когда войска чувствуют, бойцы небольших подразделений на месте, чувствуют, что их бросили, что нет связи с командованием, израсходован боекомплект. Нет связи с командованием? Такой тоже... Да, командование, предположим, с тобой связывается, говорит, да, ждите помощи, и все. И ты раз тебе такой ответ, два такой ответ, на пятый раз ты понимаешь, что им нечего сказать просто уже, потому что не приходит помощь, нет ротации, раненых ты не знаешь, куда тащить, а это твои товарищи. И ты в безвыходном положении, значит, либо сдаваться, либо на выход. И тут есть очень... это же какой-то самоволка, разве нет? Да, такое может? Да, самовольное оставление позиции вопреки приказу командования. Точно совершенно. И тем не менее, таких случаев было очень много в этой истории. Такая необычная, не вписывающаяся ни в какие каноны битва развернулась между Россией и Украиной, что оказались просто отброшены многие законы войны и многие правила, которым неукоснительно в предыдущие вооруженные конфликты войска придерживались. Теперь вот вышли... Да, вопреки приказу командования, что-то там с ними будут разбираться. Но настолько серьезная нехватка личного состава сейчас на Украине, что, не сомневаюсь, их простят. Вот. Что касается выхода. Сейчас есть только один момент. Путь – это вдоль северного края этой подковы, мимо Красного Лимана через Родинское. Есть видео. И авиация, и артиллерия обеих сторон обстреливают Родинское одновременно. То есть украинцы и российское командование обстреливают Родинское. То есть украинцы одни дома, российское командование, там армия другие дома обстреливают. То есть там сидят и российские, и украинские военнослужащие одновременно. Вот. Поэтому этот огневой вал обрушился просто на этот населенный пункт, в котором сидят бойцы противоположных армий. Да. В общем, это не контроль. Но если будет установлен плотный контроль украинской армии, если они действительно захватят Родинское, тогда ситуация серьезно изменится, и выход будет проще. Вот это вот один из возможных путей. Но есть еще один вариант, о котором я все время думаю. Слушай, если вот эта тактика инфильтрации, она так прямо вот получается, и мы видим, что прямо работает, да, действительно. Не главный пункт – это то, что у противника, то есть у украинской армии, очень разреженная линия обороны, даже не линия, а полоса обороны, и нехватка личного состава, за счет этого они там проскакивают между... А в обратную сторону это работает. С той-то стороны в российской армии тоже может быть точно такая же разреженная линия, полоса обороны. Может быть, войска могут вообще просто пройти, вот так просочиться через российские войска, и с той стороны остается. Кстати, я сейчас вот последнее, когда сообщение получал, померил вот это вот расстояние, края подковы в Покровске, они уже 2,5 километра. То есть он неуклонно сжимается. 2,5, 2,800, вот так. И что делала российская армия за вот эту неделю? Они не вытесняли из Покровска украинских бойцов через этот вот контролируемый участок, а наоборот, как совком, я понимаю, как это звучит, значит, нехорошо, но образ очень верный, как совком вправо на восток сдвигала украинские подразделения в Мирноград. То есть их задача была не выгнать их, освободить себе места в городской застройке Покровска, с тем, чтобы они просто вышли. Через это крыло. А наоборот, в Мирноград, чтобы они уходили, их туда задвигали. И к этому предпринимались все меры. Ну, то есть, Мирноград, судя по такой информации, будет уже полностью окружен в такой ситуации. Да. И там надо собрать как можно больше украинских войск. Вот таким способом. Просто, понимаешь, отгонять их туда. Там сейчас в Мирнограде, в общем, уверенный контроль украинской армии. Он полностью, так сказать, в системе огневого контроля, управления, там,
Очень плохо с доставкой все, потому что все через эту горловину, все там беда. Обрати внимание вот на эти 2 совещания еще раз. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему про свои планы. Вот так вот командующий начальник Генерального штаба Российской Федерации докладывал Путину на совещании о том, что Купянск наполовину уже окружен. Там, значит, понятно, все стали, там все стали говорить, что это все-таки он имел в виду окружение оперативное, и о том, что вот в Покровске в полном окружении войска находятся. Украинская армия демонстрирует очень высокую оперативную устойчивость в обороне. Очень высокую. Вот это то, на что командующий всегда должен закладываться. Что может пойти не так, как он рассчитывает. И что ты думаешь? Проходит время, приезжает Зеленский и устраивает совещание, и тоже так же точно делает смелые заявления. В Купянске, значит, российские войска окружены. Да. Там осталось всего лишь 60 российских бойцов. 60 в Купянске. В ближайшее время это будет зачистка, и мы их там всех уничтожим. Кто Зеленскому поставляет эти доклады, вот, на которых он основывается? Либо он понимает, что он просто дезинформирует своих граждан, либо он верит в это. И тогда надо принять как аксиому, что ложные доклады поднимаются снизу вверх и сходятся у главнокомандующих и на Украине, и в России одинаково. Вот Зеленский объявил о своих планах, он же теперь что пообещал-то? Полное освобождение Купянска пообещал. Насколько обстановка работает против ожиданий командующих обеих сторон, свидетельствует то, что сейчас по-настоящему происходит на поле боя. По всем сообщениям источников. Это слоеный пирог не в планиметрии, то есть в квадрате, а в стереометрии, то есть слоеный пирог в кубе. Потому что войска делятся еще, не делятся, а отсекают друг другу еще и по высоте. На одном этаже, на втором, на третьем, в противоположных зданиях могут находиться и российские, и украинские военнослужащие одновременно. Крыши разновысокие. Учитывается, кто где сидит наверху. То есть, это прямо вот объемная картина. И вот в это... Как они выходят, избегая боестолкновения с людьми, находящимися на другом этаже? Дальше. Они, по вот выражению источника, живут как суслики. То есть, инфильтровавшиеся группы, попавшие туда уже на территорию Покровска, которые прошли за спину военнослужащих Украины, не держатся за конкретные здания. Это мы возвращаемся к этой истории, кто дома считает. А почему суслики? Потому что у суслика в норе 3-4 выхода всегда. Если лиса в один выход, а он, значит, в другой может выскочить. Мне просто интересно, когда многоэтажный дом и разные этажи, как там... У каждой группы есть несколько объектов, которые они не держатся за что-то одно. Есть несколько домов, квартир и так далее, в которые они специально присмотренных каких-то ходов через дворы, которыми могут эвакуироваться. Еще раз. На одном этаже русские, потом украинцы. Как русские обойдут украинцев, спускаясь вниз? Ну, как вот, например, человек потерял ключи, забыл ключи от дома, и через балкон соседей залазит в свою квартиру. Вот так. Ты можешь попасть просто чтобы не столкнуться на лестничной клетке, грубо говоря. Да, ты можешь попасть в соседний подъезд. И такое тоже. То есть, настолько каша, ты понимаешь, то есть, она не по площади, а еще и по объему. И в этих условиях считать дома... Это вообще-то такая вот сухая бюрократия, которая вообще не учитывает реальную обстановку. Вот. Люди не держатся за вот эти... Просто, судя по всему, это обдуманная часть тактики российской армии. Они не держатся за конкретные вот прямо объекты, что вцепился зубами и все. В украинской прессе уже появились такие сообщения, что Покровск, русский получит, а руины города это никому не нужно. Если это руины, что же вы в ним зубами-то вцепились, как будто эти руины золотые. В том-то и дело, что обе армии сражаются за них из последних сил. Они легко оставляют улицу, переходят на другую улицу.
Там уже заранее присмотренные какие-то места им сообщает зачастую командование, которое смотрело все это с беспилотников. Их сопровождают беспилотники, не их собственные беспилотники, а беспилотники поддержки, которые, ну, разведки имеется в виду, да, которые вылетают из других мест. Кроме того, на самом юге Покровска у украинской армии нет вот этой килл-зоны, туда не долетают уже эти беспилотники, да, чтобы это все устроить. Там просто войска заходят и все. Не особенно, ну не то чтобы все, но, по крайней мере, с гораздо меньшим риском, чем через движение, через вот эту мертвую ничейную полосу. Теперь, собственно, про вот этот деблокирующий удар. В Доброполе. Да. Оттуда есть идея, ну, что вот может попытаться оттуда сверху спуститься вниз. Правда, надо пройти 13 километров. Это много. 13 километров до, значит, края этой подковы. И прорвать ее, ну, таким образом создать коридор для выхода. Правда, если действительно Зеленский сказал, что бьемся до последнего и умрем все там, типа, как под Москвой, да, зачем тогда коридор прорубать? Ситуация такая, что они, командующие украинской армией, наносят прямо целый ряд последовательных ударов на севере. Это и от Белецкого в сторону Затышок, значит, та же Никаноровка, которая не так давно, кстати, российская армия в ходе очень тяжелого штурма, так сказать, заняла. И есть продвижение. Есть продвижение, и там вот прямо реально 51-я армия российская пятится, и, по крайней мере, Новая Шахова, судя по всему, уже в серой зоне или украинской, потому что никаких сообщений от российского командования по этому поводу не поступает, это первый признак. То есть, вот часть вот этого сражения на бывшем Добропольском выступе, это часть сражения за Покровск. И эти удары – это не тактические какие-то расчеты. Это продуманный оперативный план, который развивает наступление с решительными оперативными целями. Вот так скажем, с решительными целями. У него есть конечная точка. Это обрушение всей системы атакующей российской армии, замкнувшей кольцо вокруг Покровска и Мирнограда. Уж я не знаю, как это называть, там, деблокирующий удар уже сейчас или нет, это просто разгром этой группировки. Удастся или нет, посмотрим, но в общем сражение далеко не закончилось. Минобороны опубликовало сообщение одного из командиров штурмовой бригады, в которой он говорит, что Купянск через неделю... Минобороны России, да. Что Купянск будет освобожден через неделю. Ну, вот, или в течение недели. Это мнение человека с места, который, в общем, может исходить из обстоятельств, которые вот он видит в кругу вот своего небольшого участка. Может быть, он не видит вот целиком все, кто знает. Может быть, он настолько поглощен проблемами своей части вот конкретной, что ему сейчас ни до чего, но он верит в то, что вот это произойдет. Вполне может быть человек, который в это верит. Случится ли это, зависит не только от него, но и еще от воли к сопротивлению, которую показывает украинское командование. Когда мы говорили о том, что Драпаты находится вполне вероятно внутри армейской интриги, что его поставили на направление, где вероятно военное поражение, за которое придется отвечать, на этой неделе произошли события, которые свидетельствуют о том, что он не хочет быть как бы крайним и фигурой, которую разыгрывают в этой. Он проявил волю командира, и он развил наступление через полосу взаимного контроля небольшими группами, копируя в значительной степени тактику российской армии, неполным корпусом, на район Радьковки, Московки.
Это те места, где проходит вот эта труба, о которой мы рассказывали. Да? То есть он выходит в тыл группировки российской армии, которая находится в Купинске. Надо сказать, что там в самом центре города тоже сошлись части такой маленькой подковы, которая между ними 2 квартала. Они вот 2 недели, если я не ошибаюсь, сомкнуть не могут. Вот такова боевая устойчивость, сложность городских сражений в городских условиях. И там явно совершенно тактические продвижения украинской армии, которые могут при благоприятных условиях вылиться в оперативный успех. Вот все, что хотел сказать про это. То есть есть и еще другое направление наступления украинской армии в Купинске. И к чему это приводит? Это приводит к нарушению выбранной вроде бы стратегии, в общем, линии на стратегическую оборону Украины. Отступать, нанося максимальный ущерб российской армии, пользуясь преимуществами обороны, чтобы до конца, значит, обескровить российские части наступающие, выбить всю технику и привести к тому, что нечем будет воевать. А здесь непрерывные контратаки, в которых очень серьезные, значит, потери несет сама украинская армия. Да, и Драпаты, и Сырский бросили на стол все свои карты. И в ходе этих боев очень большие потери несет и украинская армия. Да прямо против того, о чем говорили все стратеги там украинские не так давно еще. Я думаю, что конец этой всей истории может привести к кардинальным изменениям, если украинская армия не восполнит эти потери. Они сейчас будут большие. Ты уже прокомментировал этот курьез в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Может, все-таки расскажешь для наших зрителей на YouTube. В Дзене кадры облетели соцсети, как украинский спецназ высаживается на знаменитом черном ястребе. Не просто спецназ, а спецназ Главного управления разведки Буданова. Что считается элит, да? Сугубо повод обстановки, да? И это не высадка на территории противника, как спецназ часто бывает, практикует, по крайней мере, в теории и в недавней практике. Сейчас уже этого нет, но тем не менее, это не высадка на территории Российской Армии. Это доставка группы спецназа на свою территорию, максимально приближенную точку к серой зоне. Даже не в серой зоне. Фактически высадка состоялась на окраине Гришина. Кстати, тут надо нашим, наверное, зрителям сказать, что украинская армия уже строит новую линию обороны на запад от Покровска, и она проходит с севера на юг через Гришино. Гришино, как мы помним, ты рассказывал, это важный объект, потому что... дороги там контролируются, и которые идут по Покровску. Сейчас уж это не так важно, потому что дороги перерезаны уже в самом Покровске. Но от Гришина на запад идут дороги, и это приличный очень район, такой населенный пункт, который позволяет зимой уверенно держать оборону, то есть превратить его в очередную фортецу. Так скажем. Но там уже скопилось, приличное количество войск. Так вот, высадка этого черного ястреба, она была на окраине Гришина. И потом бойцы уже зашли в серую зону. Дальше Министерство обороны России опубликовало материал о том, как там их атаковали FPV-дронами, там этот спецназ, что там никто не выжил и так далее. 11 человек. Даже если каждый из них совокупно обладает знаниями, умениями и воинской славой Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, сила спецназа в скрытности. Да, если он, конечно, ему необходимо произвести какие-то решительные действия, там, атаку, обстрел, что-то такое, они это, профессионалы, очень хорошо стреляют, там, метко, все остальное, умеют заминировать местность, там много чего они умеют на самом деле, но никогда, даже в сказках для взрослых, кинематографических, не показывают, что силами 11 человек можно что-то сделать в городе, в котором несколько бригад сидят, и который ведет генеральное сражение 2025 года, на самом деле. Так что же это было? Для чего такая высадка?
есть предположение, что они там кого-то забирали. Что вот якобы какие-то западные советники, какие-то офицеры, американцы, что ли, или там англичане выходили из Покровска, и вот их, значит, эвакуировать помогали. Может быть. В принципе, да, это задача для спецназа. Но больше всего это похоже на поддержание боевого духа товарищей. То есть, посмотри, почему я все время обращаю внимание, что образ спецназа, он создан в значительной степени не настоящими бойцами, а кинематографистами, которые ничего там не понимают. Потому что были выбраны 2 самовертолета Black Hawk, которые во всех боевиках используют. Ты думаешь, у украинцев нет других вертолетов? Во! И причем ничуть не хуже. Но они выбрали именно эти 2. Потому что в наибольшей степени отображают образу спецназа в кинематографе. Есть еще, значит, такое соображение. Туда якобы приехал Буданов, и это стало достоянием общественности, значит, это событие, что он якобы там где-то недалеко, его видели. Вот он, то есть потом пошли разговоры, что он лично участвовал в этой операции, там, что он там держал руку на пульсе, что называется, да. И это все больше и больше пристает как вот личный пиар Буданова, организация какого-то яркого медийного события, но из-за того, что вертолеты долетели до точки высадки, сели, взлетели и назад вернулись невредимыми, начальный этап операции следует считать блестяще выполненным. Потому что ПВО российской армии вот в этом районе проспало эту высадку. Они реально, высадка была сверхнеожиданная, рисковая. Ну, сверхрисковая, потому что попали в этот вертолет на лету, все, они падают, и нет живых 11 человек, плюс еще член экипажа, это дорогая машина, да, все. Подвергнуть такому риску людей, вот, ну, дело немыслимое, но они это сделали, у них получилось. Поэтому, как бы, первый этап, вот какие, значит, пациенты. Дальше, когда начинаешь смотреть, что же они могли сделать, ничего. Тогда зачем? Зачем этот риск? И вот единственное, что я мог придумать, это то, что они действительно осуществляли серьезную операцию по, ну, операцию военной пропаганды, так скажем. Ты часто рассказываешь о проблемах того, как недостоверные отчеты могут передаваться вверх по иерархии, военной иерархии. В последнее время для этого могут использоваться нейросети, потому что, ну, мы видим, как фальсифицируются разные видео. В пропагандистских целях, да. Да, поэтому, ну, этот вопрос все острее стоит. Всегда, ну, видео, оно было таким одним из важных пунктов отчета нижестоящих командиров вышестоящим. И, конечно, я поговорил с источниками, вот все говорят одно и то же, что на самом деле связь-то с бойцами прямо на территории противника, в том числе, она прямая. То есть каждый командир контролирует своим собственным дроном. Он их видит не в видеоотчетах, а прямо онлайн, да, именно команду и так далее. Ему не надо ничего говорить, ему чужие видео, они ему не нужны. Он сам все, значит, все это контролирует. И действительно, это флаговтык, там, когда воткнули флаг и убежали. Или это по-настоящему освоенная территория и так далее, это можно установить. То есть, если подан ложный отчет наверх, что какой-то населенный пункт, предположим, занят, а он не занят, там просто вот продемонстрировали, что флаг поставили, и все, то, в принципе, даже за десятки километров вышестоящий командир, там, командующий армией, например, может спокойно прислать беспилотник, который все заснимет, там будет летать целый день, в конце концов, какое-то специальное должностное лицо, которому поручат разобраться с этим, установит. Ну да, им не нужно полагаться на видео из открытых источников, на видео из СМИ и из телеграм-каналов. У них есть свои способы проверки информации, это очевидно. Да, но есть проблема подачи информации, статистики искаженной и так далее на самый верх. Она существует, как мы уже говорили, точно так же теперь уже видно, что и в украинской армии. И
Тут уже это внутреннее дело Министерства обороны. Оно должно разобраться. Значит, если подчиненные регулярно морочат голову, командира там, бригад, допустим, командующую армией, значит, своему вышестоящему начальнику, то либо его надо снимать, он не умеет с ними разобраться, используя тот инструментарий, который у него есть, те же самые беспилотники, либо их там надо всех снимать. Вот, то есть это все-таки кадровое решение. После того, как людей уличили. Вообще, в принципе, армия человека воспитывает. Даже убийцы, бандиты, преступники, когда они попадают в действующую армию, они находятся в стойле. Ими управляют обстоятельства и окружение, товарищи. На это делается в значительной степени упор еще в кадровой работе. Но если это, скажем так, контроль этот ослабляется, то немного проходит времени, как люди начинают уже безобразничать. То есть и воинские преступления случаются, и обманы. Люди начинают говорить, что я вот нахожусь тут, а на самом деле он не там. С них не спрашивают. Это все вопрос дисциплины, вопрос того, как построена работа с личным составом конкретного командира полка, командира там, дивизии. Да? Вот здесь. Поэтому, даже вот вагнеровцы, они просто доказали совершенно точно, что самыми последними людьми, которые пришли с зоны, да, на войну. Не просто зона, а в смысле люди, осужденные за убийство. Да, за убийство. Даже с ними можно работать, держать их в узде, и так далее. И никаких проблем ложных отчетов, вот конкретно в этом большом размерами с корпус подразделений Вагнер не было. Совещание Совета Безопасности России недавно прошло, на котором министр обороны Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину возобновить ядерные испытания. В ответ, собственно, на слова Трампа о том, что нам надо. Все-таки, мне кажется, этот вопрос был заранее проговорен, потому что это совещание, оно было призвано продемонстрировать единую волю всех политиков, ответственных за оборонный сектор. Там был и министр обороны, и Шойгу докладывал, и разведка наша, и там все вместе, сказать, доложили и сказали, что вот положение тревожное. Это прямой, конечно, ответ. Это, конечно, прямой ответ, что только вам стоит начать, и вот мы продолжим. На самом деле... Белоусов как раз сказал, что США планомерно выходят из всех договоров, которые бы сдерживали вооружение, что ты тоже постоянно говоришь. Да, а знаешь, что будет главным бенефициаром и будет очень, так сказать, удовлетворен таким положением? Китай. Вот китайцам нужны массовые, так сказать, испытания, не массовые, частые испытания, потому что они сейчас развивают свои ядерные силы, и у них очень серьезно стоят вопросы о инструментальной проверке. Вот их теории, так сказать. Это они в этой ситуации идеально получается. Они ничего не нарушали, это же американцы и русские. Да, раз они, значит, и мы тоже. Вот. Для них это просто вот то, что доктор прописал. Кроме того, Путин еще выступал специально на совещании, посвященном национальному празднику, Дню народного единства, 4 ноября, где наградил всех, кто делал буревестника «Посейдон», и просто в добавление к теме, как мы довольно подробно на ней останавливались в прошлый раз, надо остановиться на этих деталях. Он обратил внимание, что вот все испытания, пока проходили буревестника, там стоял корабль НАТО и наблюдал. Но он сказал, мы им не мешали, как помешаешь, если они, видимо, в нейтральных водах вообще-то стояли. Но факт остается фактом, что для меня, что, конечно же, весь пролет этого буревестника наблюдался разведкой НАТО. И для них это никакой не секрет. Да? Так же, как он и еще раз сказал о том, о чем мы тоже обсуждали, что вот эти технологии малогабаритных ядерных реакторов сейчас уже планируются к применению в мирных целях, там много-много всяких планов и так далее. И плюс к этому разрабатываются новые уже ракеты с ядерными двигателями, которые будут еще более мощные, там дальше летать и так далее. Все. Наверное, то есть, в первую очередь, скорость важна. Да, они до 3 скоростей звука будут уже разгоняться вообще.
Но вот если они достигнут этого, ну, конечно же, надо сказать, уже прямой дорогой идут к ядерному авиационному двигателю. Недавно один из подписчиков спрашивал тебя, как вообще можно расширить методы пассивной защиты, модификации военной техники. Ну, в первую очередь, речь, конечно, о мангалах этих на танках. Как бы это могло улучшить положение на фронте для российских военных? Ну, здесь есть глубинное противоречие. Значит, армия в мирное времени, ну, совершенно справедливо, через целый набор специальных распоряжений, подзаконных актов, там, бумаг и так далее, запрещает категорически вмешиваться в конструкцию боевых машин, вооружения, там, что-то исправлять, там, что-то свое вставлять. Запрещено, потому что это не проверено, на полигонах не отработано. Но когда уже в сражении выясняется, что многие системы вооружений работают совсем не так, как на них рассчитывали, что появились у противника такие средства вооруженной борьбы, которые практически нивелируют все, что вот до этого боевой опыт нам говорит, люди начинают изменять все, что возможно изменить, не спрашивая никакого разрешения. Вот это все мангалостроение, это прямое нарушение всех инструкций. Нельзя этого, и наплевать. Они меняют это, потому что там на фронте, где завтрашний день. Да я завтра погибну из-за того, что я сейчас не сделаю себе мангал. И все. И никакой командир здесь уже не может. А технология показала, что она рабочая. Уж как минимум в боевых условиях. Да, и вот это вот творчество, живое творчество масс в процессе выживания, да, оно совершенно очевидно. Вот можно ли сравнить, кто больше внес, украинская армия или российская армия в это дело? Ну, например, можем сказать, что вот безэкипажные корабли, безэкипажные катера украинские, да, это было новое слово в свое время. Значит, они атаковали Черноморский флот, но в ответ командиры кораблей и вообще командование флота не могло модернизировать свои корабли. Они не могли туда ставить французские тепловизоры, да, чтобы обнаруживать эти безэкипажные катера. Они не могли там дополнительное вооружение ставить. Они не могли посадить туда команду отдельную операторов дронов, чтобы вычислять, значит, и уничтожать эти корабли. Ничего не могли. И они сидели зажатые. И среди них не нашлось человека, который бы там рапорт написал: или я ставлю это, или увольняйте. И сейчас вот мне прислали просто моряки видео очередное. Этот безэкипажный катер идет, и его с первого попадания сразу уничтожают ланцетом. Ланцеты 3 года назад были. И сейчас уже видно, что из себя представляет этот катер, и приписка просто такие с матерными, там сказать, комментариями, что 3 года командующие флотом учились уничтожать простую моторную лодку. По сути, моторная лодка просто с камерой, которая управляет. Да, они имели все средства для этого, но не могли переступить через инструкции. А вот на фронте, в сухопутных войсках, переступали направо и налево, и ни на кого внимания вообще. И что ты думаешь? Ну вот, обрати внимание, что впервые на мотоциклы пересели, когда бойцы на фронте, чтобы быстро проскочить эту смертельно опасную нейтральную зону. Эти мотоциклы не Министерство обороны поставляло. Это поставляли волонтеры за счет сборов, да, так сказать, просто добровольных пожертвований. То же самое там потом на самокаты пересели, на электрические, все рассредоточились, мир усмехался и так далее. А это было прямое его творчество масс. У них получилось. И потом, когда уже командование сверху оценило это, да, действительно получается, уже мотоциклы стала поставлять армия. Дальше можем вспомнить, помимо этого, вот украинцы первые стали применять FPV-дроны в массах. Россия очень быстро догнала этого, но FPV-дроны на оптическом волокне, это российское, значит, как бы приоритет российский, и до сих пор они имеют когда сначала узнал об этом, конечно, я думал, что это вообще просто фейк и шутка, потому что никому в голову не могло прийти, что можно по проводу летающую это никакое не Министерство обороны, это не профильные научно-исследовательские институты, которые сложное оружие. Нет, это вот творчество масс. Да.
Кто-то же догадал, да, мангалы сохранит. Первая Россия начала делать, не Украина. Над мангалами тоже как какой-то казус, вообще курьез, показывали эти видео, все пальцами показывают. Сейчас без мангалов ничего уже не бывает. Ведь кто-то же придумал вот этот трос 2,5 сантиметра расплести на концах, чтобы метелка такая получалась. И этими тросами утыкать, значит, получается такая лохматка, значит, едет. И работает. Почему так получается, мы обсудим еще отдельно, да? Вот. Но вот такая история. То есть прямое нарушение всех военных законов. Тем не менее, вот так живут. Ну, собственно, давай тогда расскажи про эту историю с тем, почему, собственно, эти мангалы позволяют выдерживать удары дронов. Идея какова, да, вся заложена. Понимаешь, в чем дело? Как дрон, такой маленький, он поднимает там несколько килограмм буквально. Это же не артиллерийский снаряд. Попадая на броню, пробивают тут такие толстенные стены и так далее. То есть это как бы кажется невероятно. Ну, бросьте туда вот соответствующее такое же количество взрывчатки, просто ничего не будет. Тем не менее, дрон уверенно поражает и стали главным противотанковым средством. Уже никто про те джавелины не вспоминает, и РПГ никто даже не хочет таскать. Они несут на себе, на самом деле, ну, как обычно, штатный заряд РПГ, ручного противотанкового гранатомета. Да. А он работает на принципе кумулятивного заряда, применения кумулятивного заряда. Значит, то, что взрывная волна в пустоте собирается как солнечные лучи внутри линзы в одну точку, люди начали обращать внимание в 19 веке, исследователи. Поначалу не очень понимали, как это работает, какие должны быть конфигурации этой пустоты и так далее. Но постепенно методами экспериментов подбирались к правильным конфигурациям. И, в общем, первые кумулятивные заряды-то они не пробивали большие очень такие, так сказать, эти самые толстые броневые листы. Когда они появились эти? Но первый эксперимент, дырку в сейфе сделали, это аж 1885 год в США. Миску просто обычную приложили к сейфу, обложили взрывчаткой и взорвали. Вот. Но и там появилась дырка. В 20-е годы советский ученый Сухаревский написал целую научную работу об этом. И в дальнейшем, когда Берлин захватили, была найдена книга с комментариями Геринга, книгу Сухаревского и его статей, которые говорят, что срочно это надо все эти идеи перенести в промышленность. Но немцы, хотя и у них был приоритет тоже создания вооружения на основе принципа кумулятивного заряда, они все-таки вот и основывались и на советских разработках. Сухаревского, кстати говоря, в 1935 году он погиб, его арестовали по делу «Весна» в 1930 году. 5 лет он в лагерях прожил и скончался. Вот. И немцы уже в первые, значит, в качестве практически применили это в своих знаменитых фауст-патронах, которые пробивали почти любую броню лобовую того времени, довольно уверенно. Не всегда, но очень часто. Вот, это считалось чрезвычайно опасное оружие, тем более оно такое легкое было, одноразовое. После войны все государства, увидев такой эффект в вермахте, значит, занялись этим делом. В 1949 году в Советском Союзе была прямо создана вот эта вот научная теория кумулятивных струй. За нее дали государственную премию. Все, и с этого момента уже кумулятивные заряды развивались по рекомендациям такой строгой науки, физики и математики. Попробуем продемонстрировать на пустом стакане. Окруженная взрывчаткой пустота, изнутри покрытая тонким металлом, соприкасается с бронелистом, подрыв сразу идет по всему объему, она схлопывается, и металл, именно металл, который изнутри стакана покрывает пустоту, начинает схлопываться в единую точку. И в этот момент
этот металл кумулятивного заряда, этой воронки кумулятивной, ведет себя как жидкость. Скорость распространения взрывной волны 10 километров в секунду. Можете представить, какие там давления и все остальное. Да. И он просто передает эту энергию вот в точке соприкосновения, именно в точке соприкосновения кумулятивной струи, где все сходится. Передает эту энергию броне, и броня тоже начинает вести себя как жидкость. Вот. И он фактически просто как разрывает, как жидкую среду впереди себя. И для этого не надо громозить огромные, тяжелые, подкалиберные бронебойные снаряды, как это делалось раньше. Вот достаточно такой легкой конструкции. В общем, по большому счету, когда FPV-дрон подлетает с этим небольшим устройством, все, бах, и все, и насквозь любой танк. У него есть одно ограничение у кумулятивного заряда. Он должен точно, совершенно соприкоснуться с броней. И именно в точке соприкосновения возникает вот это вот физическое явление, удивительное. А если не дать долететь? Если он взорвется на дистанции, ну вот не долетел, вот так. В этой точке кумулятивные струи расходятся дальше. Точно так же, как это происходит с увеличительным стеклом. Ты навел все солнечные лучи в одну точечку, и у тебя там в этом месте загорелась бумага, задымилась, да, солнце. Только ты ее дальше продвигаешь, все, они рассыпались из струи. То есть кумулятивная струя рассыпается по броне. Да, и все. И эффекта кумулятивного уже нет. Значит, надо заставить его подорваться раньше. Для этого делаются вот эти решетки, где он тыкается в них и не успевает долететь до брони. Ну и дальше уже вот это вот сам просто идеальная ситуация с этими метелками, которые заставляют этот легкий дрон сработать раньше времени, еще на выносе. А метелки, они подвижные, на их место становятся другие. В общем, решение, конечно, гениальное на самом деле. Гениальное. Вот. Все равно противник упорно бросает туда десятки дронов, и все равно этот танк там каким-то способом находит возможность дырочку где-то там не прикрытую этими метелками, значит, попадает в нее, но он же за это время успевает пройти какую-то дистанцию. Разминировать поле, например, впереди-то катится трал минный. Ну, а потом, собственно, уже быть отданным на ремонт. Да, да, вот наступающая армия как раз и может. Все ее танки поврежденные на поле боя, она зацепляет в рембат, все это быстро восстанавливают, и танки быстрее, намного быстрее возвращаются в строй. Ну, конечно, армия, которая отступает, она свои машины теряет по-любому. Сейчас уже никто не смеется над мангалостроением. Хочешь жить, строй мангал. Вот все. На этом у нас все. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо вам. Как всегда, милости просим к нам в аккаунт в телеграм-канале за оперативными комментариями. Спасибо всем, кто нам помогает на Бусти. Мы точно понимаем, что далеко не все темы, которые возникают в повестке, мы отражаем. Может быть, вам что-то интересно, пишите, пожалуйста. Да, спасибо. До свидания. До свидания, всего хорошего.